Как выглядят самые большие полицейские в мире? Невероятный рост, мускулатура и руки, которые могут завязать преступника узлом. Буквально? Меня зовут Нокс. Я покажу вам самых габаритных служителей закона, только от вида которых у криминала могут намокнуть штанишки, а губа начинает исторично дрожать. Томас Дэвис. И начну с Томаса Дэвиса. Он сотрудник исправительного учреждения днем, а ночью чемпион по пауэрлифтингу. Насколько он огромен? Благодаря своей мощной комплекции он способен демонстрировать невероятные силовые показатели. Дэвис добросовестно служит в тюрьме округа Элкарт, Индиана, а свободное время посвящает соревнованиям и подготовке к ним. В 2018 году, имея относительно небольшой опыт по сравнению с остальными на международной арене, он завоевал титул чемпиона мира на соревнованиях по пауэрлифтингу IPF. Он моментально побил несколько рекордов и занял первое место, выжав впечатляющие 326 килограмм без экипировки. Этот результат один из лучших в жиме лежа за всю историю пауэрлифтинга. А что скажете про присед и становую тягу? Просто фантастические цифры для человека, у которого спорт не основная работа. Помимо службы в тюрьме, Дэвис активно делится своим прогрессом в социальных сетях, совершенствуя и без того невероятную силу. Представляете, как на него смотрят провинившиеся заключенные? Хотя, если верить его друзьям, у парня добрейший характер и светлая душа, но по виду так не скажешь. Далип Сингх. А теперь представьте, что вас арестовывает чемпион мира по тяжелому весу WWE, делая коронный прыжок с локтем. Уф, тут бы выжить. Для многих нарушителей закона в Индии это могло стать реальностью благодаря мощному полицейскому по имени Далип Сингх. Тогда он еще не достиг славы в рестлинге, но уже производил впечатление своим внушительным видом. Прежде чем стать известным как Великий Кали, Далип служил помощником субинспекторов полиции Пенджаба на протяжении 3 лет. Такого парня было видно издалека. Он достиг невероятного роста в 216 и весил более 160 килограмм чистого мяса. Вероятно, он был самым крупным человеком во всей Индии. Далип решил использовать свои физические данные и присоединился к полиции Пенджаба. Увидев его, преступники сразу понимали, что лучше даже не пытаться дергаться. Спустя несколько лет службы Далип заинтересовался бодибилдингом и благодаря своим генам и полицейской подготовке быстро развил свою физическую форму. Он завоевал престижные титулы «Мистер Индия» в 1995 и 1996 годах, превосходя всех предыдущих индийских чемпионов. Эксперты считали его крупнейшим бодибилдером в истории, с непревзойденной шириной груди и плеч. По легендам, которые передавались по спортзалам Пенджаба, Далип мог выжать 272 и выполнять сгибание штанги весом более 90 десяток повторений. После успеха в бодибилдинге Далип перешел в профессиональный рестлинг в 2000 году в образе Великого Кали. В лучшие годы не было никого в WWE, кто мог бы сравниться с ним по мощи. Хорошо, что он не использовал свои навыки при задержании, соскребали бы потом с асфальта. Ронни Коллиман. Ну и куда без легенды? Ронни Коллиман. Назовите это имя любому поклоннику бодибилдинга, и вы непременно увидите восхищение в его глазах. Это настоящая легенда спорта. Почему? Коллиман выиграл 8 титулов Мистер Олимпия подряд, начиная с 1998 и заканчивая 2005 годом, став доминирующим чемпионом как до, так и после этого периода. Но что он делает в моем списке? Все просто. В разгар своей феноменальной карьеры он также служил полицейским в Арлингтоне, штат Техас. Коллиман был известен своим нереальным уровнем мышечной массы и наполненности. Его телосложение на сцене напоминало настоящего супергероя из комиксов. Коллиман начал свою работу в полиции после получения степени в области бухгалтерского учета. 11 лет службы в правоохранительных органах привели к тому, что он параллельно занимался в служебном зале с железом и в 1998 году завоевал свой первый титул «Мистер Олимпия». На протяжении следующих 8 лет никто не мог сравниться с его невероятной мышечной массой и силой. Вне спортзала и формы полицейского Коллиман превращался в настоящего гиганта, способного приседать с весом 363 килограмм и делать становую тягу с таким же весом. Его непреклонная трудовая дисциплина в сочетании с выдающейся генетикой позволила ему создать, по мнению многих атлетов, идеальное телосложение для бодибилдинга. Преступники точно трижды должны были подумать, прежде чем решить сопротивляться этому атлету. Джонни Грин.
Джонни Грин – офицер полиции из Далласа, штат Техас, впечатляющий не только своими невероятными физическими данными, но и поразительной силой. Родился он в 1980 году и начал наращивать мышечную массу еще в раннем возрасте, вступив в корпус морской пехоты США до того, как ему исполнилось 20 лет. Да уж, парень явно целеустремленный. Именно интенсивные тренировки морпехов помогли Грину нарастить мышцы и развить свои спортивные навыки. После службы Грин достиг роста 193 см и весил примерно 160 кг чистой мышечной массы. Неплохо, да? Его внушительные габариты идеально пропорциональны. И что уж скрывать, он действительно выглядит устрашающе. В течение своей карьеры в пауэрлифтинге Грин сосредоточился на базовых упражнениях – жиме лежа, жиме над головой и приседаниях. Его сила почти сверхчеловеческая, особенно в жиме лежа. Грин легко выжимает 272 кг, что примерно равно массе мотоцикла. Помимо невероятного жима лежа, Грин мог делать армейский жим на 184 кг в сидячем положении. Для большинства опытных спортсменов поднятие над головой 90 кг считается невероятным результатом, а Грин легко удвоил этот вес. Надо ли говорить, что преступники разбегаются при виде этой машины? Хьюго Жерар. Но идем дальше. Знакомьтесь, Хьюго Жерар. Этот канадский атлет – настоящая легенда мира профессиональных соревнований по стронгмену, который также преданно служил в полиции более 10 лет. За свою спортивную карьеру на высочайшем уровне он завоевал 6 титулов «Самый сильный человек Канады» подряд. Кроме того, 4 раза получал звание чемпиона мира по силовым видам спорта и выиграл престижную серию стронгменов в 2002 году. Жерар впечатлял соперников своим невероятным телосложением и стальным характером. Хотя ему не удалось занять первое место на чемпионате «Самый сильный человек мира», Жерар постоянно был претендентом на этот титул, доходя до финального этапа соревнований ежегодно по 2004 год. Это 6 непрерывных финалов, где он соревновался с лучшими стронгменами планеты. В 2003 году, будучи на пике своих возможностей, Жерар установил мировой рекорд в жиме бревна, подняв штангу весом 186 кг над головой. Неплохо, да? Но погодите, дальше я расскажу и про еще более безумных полицейских. Дерек Паунстоун. А вот еще один сержант полиции и стронгмен – Дерек Паунстоун. С юных лет демонстрировал спортивный потенциал, выиграв чемпионат штата по пауэрлифтингу еще в школе. С 2000 по 2003 год он временно оставил соревнования, чтобы сосредоточиться на службе. Прошел обучение в академии и стал полицейским. Завершив тренинг, он вернулся к соревнованиям, начав доминировать на сцене стронгменов по всей стране. Дерек был одним из самых крупных участников, что давало ему преимущество в силовых соревнованиях. Он показал хорошие результаты на конкурсе «Самый сильный человек Америки» в 2006 году, а с 2008 года достиг вершины своей карьеры, заняв второе место на престижном турнире «Самый сильный человек мира». Его поразительные достижения включают подъем в становой тяге веса в 414 кг и жим бревна весом 159 кг. Дерек даже выиграл Arnold Strongman Classic дважды, в 2009 и 2011 годах, а также трижды подряд становился самым сильным человеком Америки с 2009 по 2011 год, побеждая лучших стронгменов страны. Несмотря на плотный график тренировок и соревнований, Паунстоун продолжает работать сержантом полиции, гордясь тем, что может служить примером для своих сослуживцев. Жаль, что не все следуют его примеру, заплывая не мышцами, а жиром. Маркус Сванинверта. Маркус Сванинверта не просто полицейский, но и один из основателей конкурса «Самый сильный человек Финляндии». А буквально через несколько лет завоевал этот титул сам. Его рост 183 метра, вес около 127 кг плотной мускулатуры. Не самые большие показатели из тех, что я сегодня показываю. Но в силе этому парню не откажешь. Среди его впечатляющих результатов – приседание со штангой весом в 320 кг, жим штанги весом 210 кг и становая тяга в 320 кг. Нехило, да? Помимо тяжелоатлетических дисциплин, Сванинверта также отличался атлетизмом и выносливостью. На состяза «Самый сильный человек мира» он стабильно входил в число лидеров в сложных дисциплинах, например, в поднятии камней Атласа, где участники должны перенести 5 огромных бетонных шаров на короткой дистанции.
Его комбинация силы и выносливости давала ему значительное преимущество. Завершив карьеру стронгмена, Сванинверта посвятил свою жизнь службе обществу, работая в полиции Финляндии. Совмещая службу с тренировками стронгмена, он нашел свой путь в жизни, пугая преступников одним лишь своим видом. Тут и пистолет с дубинкой не понадобится. Йон Пак. А видели азиатских монстров? Йон Пак – южнокорейский полицейский и бодибилдер, который быстро стал интернет-сенсацией благодаря своей впечатляющей мускулатуре. Рост популярности социальных сетей по всей Азии сделал его лицом нового движения, демонстрирующего атлетичные фигуры полицейских в Корее. Родившись в 1992 году, Йон начал тренироваться с весами в подростковом возрасте, готовясь к соревнованиям по бодибилдингу. Спорт мгновенно его увлек, и он любил бросать себе вызов, стремясь к физическому совершенству благодаря усердной работе и самоотдаче. Регулярные тренировки в спортзале принесли ему пропорциональное телосложение с идеальными пропорциями. При росте 173 км и весе около 82 кг на сцене Йон производит впечатляющее впечатление, даже не обладая массой бодибилдеров высшего дивизиона. Тем не менее, он регулярно входит в число лидеров на соревнованиях и даже получил статус профессионала IFBB. Помимо соревнований, Йон служит в полиции, где его уважают как коллеги, так и граждане. Под его влиянием полицейские департаменты по всей Южной Корее начали проводить собственные конкурсы по бодибилдингу, чтобы продемонстрировать самых спортивных сотрудников. Все стремятся стать следующим звездным полицейским, как Пак. Йон, помимо работы в полиции и участия в бодибилдинге, очень ориентирован на семью. Часто можно увидеть, как он радостно позирует и тренируется вместе с женой и детьми, показывая пример остальным, как можно совмещать службу, хобби и семью. Кайл Сви. Кайл Сви родом из Нью-Джерси, с детства осознал свою природную силу и способности, преуспевая в футболе, борьбе и лакроссе во время обучения в школе. Ему все давалось легко, тело мгновенно адаптировалось к любым нагрузкам. После службы в Национальной гвардии Кайл впервые попробовал свои силы в соревновательном пауэрлифтинге в 2017 году и сразу же выиграл местное соревнование, убедившись, что силовой спорт – это его путь. В следующем году он завоевал мир пауэрлифтинга, заняв первое место на национальном чемпионате по жиму лежа, несмотря на минимальный опыт. Тогда он выжил невероятные 253 килограмма, установив рекорды штата и страны. Сейчас Кайл, ростом около 183 сантиметров и весом 129 килограмм, сосредоточен на развитии силы в базовых упражнениях, приседаниях, жиме лежа и становой тяге. На недавнем соревновании он присел с весом 381 килограмма, выжил 300 килограмм, и поднял в становой тяге 381 килограмм. Это впечатляющие результаты, особенно для такого молодого спортсмена. Помимо своих обязанностей в исправительном учреждении, Кайл продолжает тренироваться и соревноваться, когда находит время. Прозванный «Тигром», он обладает мощью, упорством и потенциалом, чтобы стать одним из величайших атлетов силового спорта в мире. Будем наблюдать! Кирилл Сарычев. Ну и куда без русского медведя и абсолютного чемпиона в жиме лежа? Кирилл Сарычев, российский атлет, выделяется в мире пауэрлифтинга своими рекордными достижениями в базовых упражнениях, которые демонстрируют чистую силу и мощь. Он идеально вписывается в понятие стронгмена. В конце 2015 года он поразил пауэрлифтинг-сообщество, выжав на скамье невероятные 335 кг без использования специальной экипировки. Это потрясающее достижение побило предыдущий мировой рекорд в жиме лежа и закрепило репутацию Сарычева как одного из сильнейших атлетов. Его потрясающие навыки не ограничивались только жимом лежа. Он также проявил себя в приседаниях и становой тяге. В приседе Сарычев поставил личный рекорд, выдержав 360 грамма. После этого он поднял в становой тяге колоссальные 426 килограмма, результат к которому очень немногие атлеты могут даже приблизиться. И это я говорю про мировых рекордсменов. Но немногие знают, что свой путь Кирилл Сарычев начинал, совмещая карьеру спортсмена и сотрудника московской полиции, но впоследствии посвятил жизнь спорту.
Да уж, не хотел бы оказаться на месте преступника, встретившись с одним из этого списка. Кстати, деньги можно зарабатывать и честным путем. Если вы умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. Спасибо за просмотр.